Всем привет! Сегодня готовлю сырные лепешки, тесто на закваске с большим количеством зелени. Лепешки готовлю в сковороде на растительном масле. Лепешки получаются очень вкусные на обед, на ужин, как самостоятельное блюдо со сметаной либо со свежими овощами. В глубокую миску, где буду замешивать тесто, выкладываю 4 столовые ложки стартера пшеничного или ржаного. Добавляю одно яйцо, добавляю 3 стакана молока, объем стакана 200 мл, 1 столовую ложку сахара. Все хорошо перемешиваю до однородной консистенции. Ввожу 3,5 стакана просеянной пшеничной муки высшего или первого сорта. По стандарту в стакан объемом 200 мл помещается 130 грамм белой пшеничной муки. Добавляю чайную ложку с небольшой горкой соли. Все перемешиваю, стараюсь при перемешивании разбивать комочки теста. Можно перемешать все в миксере, можно венчиком. Тесто достаточно жидкое. По густоте тесто должно получиться как на оладьи. Так как мука у всех разная, то, возможно, в процессе замешивания теста придется добавить еще дополнительно муки. Миску с тестом накрываю и оставляю тесто для брожения часа на 4-5. У меня тесто растаивалось ровно 5 часов. Прошу прощения за потери четкости кадра. Съемку делаю сама и не уследила за фокусом. Тесто перемешиваю. Съемка хоть и не четкая, но все равно видно, какое тесто стало после расстойки. Пушистое, все в пузырьках газа. Теперь можно приготовить сырную начинку для теста. Для начинки я использую плавленый сырок. Это и дешево, и вместе с тем вкусно. Сырок нужно натереть на терке. А чтобы это было сделать удобнее, терку с 2 сторон я натираю растительным маслом. Научилась этому у кого-то из блогеров, к сожалению, уже не помню у кого. И действительно, таким способом плавленый сырок натирается гораздо легче, меньше прилипает к терке. Ну а самое главное, выход таким образом натертого сырка получается очень симпатичный. Выкладываю сырок в тесто, и все это нужно очень хорошо перемешать. Выкладываю в тесто свежую зелень, чем больше, тем полезнее. И опять все это нужно хорошо перемешать. Этого теста должно хватить на 3 лепешки для сковороды диаметром 22 сантиметра. Сковороду большего размера я не рекомендую использовать, так как могут возникнуть трудности при переворачивании лепешки в процессе готовки. Лепешка может просто переломаться во время переворачивания. В прогретую сковороду наливаем растительное масло. Масло наливайте по своему вкусу. Выкладываем 1/3 часть теста от общего объема. Тесто достаточно хорошо расплывается по сковороде. С помощью ложки равномерно распределяем тесто по сковороде. Готовим на небольшом огне. Обязательно контролируем процесс готовки. Когда большая часть жидкости из теста выпарится, лепешку переворачиваем на другую сторону. Готовим еще несколько минут, также на небольшом огне. Периодически проверяем готовность лепешки. Лепешка готова, если ее низ также покроется золотистой корочкой, как и верхушка. Готовую лепешку выкладываем на тарелку. Выкладываем следующую часть теста в сковороду. Ждем, когда следующая лепешка приготовится. Эти лепешки можно готовить и без растительного масла. Но в этом случае сковорода обязательно должна быть с толстым дном, с антипригарным покрытием. И выпекать такую лепешку нужно обязательно под закрытой крышкой с 2 сторон. Пока лепешка готовится,
Первая лепешка уже подостыла, и теперь можно посмотреть, какая она в разрезе. Мякиш у лепешки пористый, хорошо пропеченный. Лепешка очень ароматная. Нарезаем лепешку на порционные кусочки и можно подавать к столу. Очень-очень вкусные лепешки мгновенно исчезают с тарелки, так что готовьте их побольше. Готовьте с удовольствием и на здоровье. Рецепт очень простой. Спасибо за ваши лайки, за ваши комментарии. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. И до новых встреч!